Здравствуйте, дорогие друзья! С вами полезные советы, и сегодня мы поговорим на чистоту. Ваши сосуды забиты холестерином, как старые ржавые водопроводные трубы, постоянно шумит в ушах, кружится голова, а руки и ноги ледяны и даже в тепле. Вы приходите к врачу, а он, вздыхая, выписывает вам очередные таблетки и говорит, что это теперь на всю жизнь. Знакомая картина, не правда ли? А что, если я вам скажу, что это ложь, что существует способ не просто остановить этот процесс, а пернуть его вспять? Что в Советском Союзе партийная элита, вожди и генералы чистили свои сосуды копеечным народным средством, которое прямо сейчас лежит на вашей кухне. Сегодня я не просто расскажу, а покажу этот секретный рецепт, после которого ваша кровь снова станет жидкой и чистой, как родниковая вода. Так что слушайте внимательно. Давайте разберемся, что же такое этот атеросклероз, которым нас так пугают. Говорят сложные слова: липопротеиды, бляшки, окклюзия. А на деле все просто, как дважды два. Представьте себе идеально чистую гладкую артерию. Кровь по ней течет свободно, неся кислород и питание каждой клеточке вашего тела. А теперь представьте, что на внутренних стенках этой артерии, как известковый налет в чайнике, начинает оседать вредный липкий жир, тот самый плохой холестерин. Сначала это тоненькая пленочка. Вы ее даже не чувствуете, но год за годом эта пленка становится толще, тверже, превращается в настоящую бляшку. Просвет сосуда сужается, кровь уже не течет, а еле-еле пробивается сквозь узкую щель. Ваше сердце вынуждено работать с тройной силой, чтобы протолкнуть кровь через эти заторы. Отсюда и скачки давления, гипертония. Ваш мозг недополучает кислорода. Вот вам и головокружение, шум в голове, ухудшение памяти. Кровь не доходит до конечности, и вот у вас вечно холодные руки и ноги. Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное, что однажды такая бляшка может оторваться или полностью перекрыть сосуд. И если это произойдет в артерии, питающей сердце, это инфаркт. Если в сосуде, который ведет к мозгу, это инсульт. Вот что такое атеросклероз. Это не просто болезнь. Это тихий, безжалостный убийца, который годами сидит в засаде внутри вашего тела, медленно перекрывая вам кислород и готовясь нанести один, но смертельный удар. И что же нам предлагает современная медицина? Вся эта огромная многомиллиардная индустрия, она предлагает нам таблетки, статины. Да, вы все о них слышали. Вам говорят: пейте их каждый день до конца жизни, и все будет хорошо. Но давайте будем честны, что на самом деле делают эти таблетки, они блокируют выработку холестерина в вашей печени. То есть они борются не с причиной, а со следствием. Это как если бы у вас прорвало трубу, и вы вместо того, чтобы перекрыть кран и починить течь, просто ставите под нее ведро побольше. Но самое главное, о чем умалчивают, статины не убирают старые уже сформированные бляшки. Они лишь замедляют образование новых. Это все равно, что перестать кидать мусор в уже доверха забитый мусоропровод мусора больше не становится, но и чище тоже. А старый мусор продолжает лежать и отравлять все вокруг. К тому же у этих таблеток такой список побочных эффектов, что его страшно читать: боли в мышцах, проблемы с печенью, риск развития диабета. Получается, одно лечим, другое калечим. Это тупиковый путь. Но был и другой путь, о котором сегодня не принято говорить. Путь, который знали и активно использовали советские врачи. Не те, что работали в районных поликлиниках, а те, кто отвечал за здоровье политбюро, за жизнь маршалов и академиков. В закрытых правительственных санаториях Крыма и Кавказа, куда простому смертному не было доступа, существовали методики, которые могли поднять на ноги даже самых безнадежных больных. И в основе этих методик лежали недорогие заморские препараты, а сила родной природы. Эти врачи знали один главный секрет. Они знали, какой продукт не просто останавливает атеросклероз, а буквально счищает холестериновые бляшки со стенок сосудов, делая их снова эластичными и чистыми. Этот продукт — наш обычный русский чеснок. Думаете, это сказки? Бабушкины рецепты. Как бы не так. В чесноке содержится уникальное вещество аллицин. Это мощнейший природный антибиотик и антиоксидант. Но главное, при правильном приготовлении аллицин запускает в организме процессы, которые буквально растворяют липидные отложения. Но, конечно, они ели не просто чеснок. Они готовили на его основе специальную настойку, которую в своем кругу так и называли.
Кремлевский эликсир молодости или эликсир чистых сосудов. Рецепт этот десятилетиями хранился под грифом «секретно». Ну а сегодня времена изменились, и я поделюсь им с вами. Совершенно бесплатно, потому что здоровье нашего народа — это самое главное. Итак, хватит слов, перейдем к делу. Записывайте, а лучше готовьте вместе со мной, чтобы ничего не упустить. Нам понадобится всего 3 простейших компонента, никакой химии. Все, что создала для нас сама природа. Первое и самое главное — это, конечно же, чеснок. Нам нужно взять 4 крупные полновесные головки, не китайский мелкий, а наш отечественный ядреный злой чеснок, чтобы, когда его разрежешь, дух захватывало. Именно в таком чесноке максимальная концентрация нужных нам веществ. Второй компонент — это лимон, тоже 4 штуки среднего размера. И здесь есть важный секрет, который многие упускают. Лимоны мы будем использовать обязательно с кожурой. Не выбрасывайте ее. Вся сила именно в цедре. В ней содержатся эфирные масла и флавоноиды, которые усиливают действие чеснока в десятки раз и защищают стенки сосудов. И третий компонент — это вода. Но не простая вода из-под крана. Нам понадобится ровно 3 литра чистой, заранее прокипяченной и полностью остуженной воды. Это важно. Вода должна быть комнатной температуры, чтобы не разрушить полезные вещества в чесноке и лимоне. Повторим еще раз, чтобы запомнить 4 головки чеснока, 4 лимона с кожурой и 3 литра остывшей кипяченой воды. Все. Как видите, набор продуктов проще некуда, но поверьте, та сила, что скрыта в этом сочетании, способна творить настоящие чудеса. Ну что, все приготовили? Тогда приступаем к священнодействию. Для начала нам нужно подготовить наши ингредиенты. Берем чеснок и тщательно чистим каждый зубчик. Да, это может занять какое-то время, но отнеситесь к этому процессу с душой. Представляйте, как с каждой снятой шелухой вы избавляетесь от своих недугов. Когда весь чеснок почищен, отложим его в сторону. Теперь займемся лимонами. Их нужно очень хорошо помыть под проточной водой, можно даже щеткой, а после этого обязательно ошпарить кипятком. Это нужно для того, чтобы смыть с кожуры воск, которым часто покрывают их для транспортировки, и чтобы цедра отдала нам максимум своей пользы. Ошпарили. Отлично. Теперь разрезаем каждый лимон на несколько частей. И, внимание, обязательно удаляем все косточки. Они нам не нужны, они могут дать горечь мякоть и цедра. Вот наше золото. Теперь начинается самое главное. Объединение наших компонентов в единую целебную силу. Нам понадобится старая добрая советская мясорубка «Да-да», именно мясорубка. Она дает правильную консистенцию, не перебивая продукты в безжизненное пюре. А как это делает мощный блендер? Если у вас нет мясорубки, тогда, конечно, используйте блендер. Но работайте в импульсном режиме, чтобы получилась именно мелко нарубленная кашица, а не смузи. Итак, поочередно пропускаем через мясорубку наши очищенные зубчики чеснока и нарезанные лимоны. Весь этот ароматный, мощный состав мы аккуратно перекладываем в большую стеклянную 3-литровую банку. Не используйте пластик, только стекло. Когда вся наша лимонно-чесночная масса оказалась в банке, берем заранее подготовленные 3 литра остывшей кипяченой воды. И еще раз акцентирую ваше внимание, не кипятком. Ни в коем случае. Зальете кипятком и можете считать, что вы убили все живое и полезное, что есть в чесноке и лимоне. Вы просто сварите их, а нам нужен живой активный эликсир, поэтому только остывшей водой. Заливаем нашу кашицу, аккуратно перемешиваем деревянной ложкой, чтобы все компоненты подружились между собой. Закрываем банку обычной капроновой крышкой и ставим ее в темное прохладное место на 3 суток. Не в холодильник, просто в кухонный шкаф или в кладовку. Свет — враг нашего настоя. И еще один важный момент. Раз в день, утром или вечером, подходите к банке и хорошенько ее взбалтывайте, чтобы процесс настаивания шел равномерно. Прошло 3 дня, наш эликсир почти готов. Вы увидите, как жидкость стала непрозрачной, белесой, с сильным запахом. Это хороший знак. Теперь нам нужно отделить жидкость от жмыха. Берем другую чистую банку или кувшин, ставим сверху сито. На него кладем марлю, сложенную в 2-3 слоя, и аккуратно процеживаем весь наш настой. Не торопитесь. Жмых, который остался в марле, можно еще и хорошо отжать. В нем много сока. Все, что осталось в марле, нам больше не нужно, его можно выбросить. А вот та жидкость, что у нас получилась,
Это и есть наш драгоценный кремлевский эликсир. Переливаем его в удобные бутылки или банки, плотно закрываем и вот теперь ставим его в холодильник. Там он и будет храниться. А теперь самое главное. Как же принимать это чудо-средство, чтобы получить максимальный эффект? Схема приема была разработана еще советскими врачами и проверена десятилетиями. Слушайте внимательно. Принимать настой нужно строго по 50 мл. Это объем обычной граненой стопки. Если у вас нет стопки, отмерьте рюмкой или мерным стаканчиком. Пьем 3 раза в день строго перед едой, минут за 15-20. Не после, не во время, а именно до. На голодный желудок, чтобы средство сразу пошло в кровь и начало свою чистящую работу. Полный курс очищения сосудов составляет ровно 40 дней. Именно за этот срок, как считали врачи, кровь и сосудистая система успевают полностью обновиться. Проводить такой мощный курс очищения нужно не чаще, чем 1 раз в год. Этого более чем достаточно. Поверьте, уже через первую неделю приема вы почувствуете невероятную легкость. У вас прояснится в голове, как будто пелену сняли. Шум в ушах станет тише или исчезнет совсем. Давление начнет приходить в норму. Вы будете лучше спать и просыпаться полным сил. Это не волшебство. Это просто работа нашего организма, которому мы дали правильный инструмент для самоочищения. Но, друзья, я должен вас предупредить, это не просто лимонад, это мощнейшее народное средство. Поэтому перед тем, как начать курс, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с вашим лечащим врачом, особенно если у вас есть серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастрит с повышенной кислотностью или заболевание почек. Это очень важно. Наш канал дает вам ключи и знания, но ответственность за ваше здоровье лежит в первую очередь на вас самих. Помните об этом. Если этот старинный советский рецепт был для вас полезен, если вы верите в силу природы так же, как верю в нее я, то поддержите наш канал «Секреты здоровья». Не поленитесь, поставьте палец вверх под этим видео и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые секреты долголетия. Напишите прямо сейчас в комментариях, а какие проверенные советские или народные рецепты здоровья знаете вы. Давайте делиться мудростью друг с другом. И обязательно поделитесь этим видео с вашими родными и близкими, ведь чистые сосуды — это основа долгой и здоровой жизни. А прямо сейчас на вашем экране появилось мое видео о том, как всего 1 стакан красного сока способен победить тромбы. Нажимайте на него и продолжайте свой путь к здоровью.